Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о потрясающе красивом озере Керит. Керит – это озеро в кратере вулкана, который находится в Исландии. Небольшая северная страна Исландия имеет в своем запасе массу достопримечательностей. Правда, большинство из них с труднопроизносимыми названиями, такие как, например, водопад Сельяландсфосс или знаменитый вулкан Эйяфьядлайjökull. На их фоне название озера Керит отличается своей лаконичностью и понятностью для нас. К тому же это интересное и вполне достопримечательное место. Озеро Керит – небольшой водоем в кратере одноименного вулкана. Он расположен на юге-западной части страны, и в 200 метрах от дороги Бискупстан-Браут, или проще дорога номер 35, и в 15 километрах на север от города Сельфосс. Озеро входит в список достопримечательностей Золотого кольца Исландии. Керит находится на высоте 214 метров над уровнем моря, на дне кратера глубиной около 55 метров. Кальдера кратера имеет следующие размеры: 270 на 170 метров, а размеры непосредственно самого озера примерно 100 на 62 метра, что сравнимо с размерами футбольного поля. Глубина озера не превышает 14 метров, а средняя порядка 10 метров. Береговая линия представляет собой практически правильный овал с ровными краями. Это, конечно же, обусловлено формой кальдеры. Кратер Керит образовался около 6500 лет назад и лежит в северной части ряда кратеров, известных как Тjarnarhólar. Вулканологи предполагали, что Керит – это взрывной кратер, то есть кратер, образовавшийся примерно на уровне Земли в результате взрывного извержения. Однако более глубокие исследования в этом районе не выявили наличие каких-либо зольных отложений, которые можно было бы отнести к взрывному извержению. Теперь считается, что изначально Керит был крупным шлаковым кратером. В своем нынешнем виде кратер, вероятно, образовался из-за небольшой магматической камеры под поверхностью Земли, верхняя часть которой обрушилась, образовав тем самым такое формирование. Постепенно кратер заполнился грунтовыми водами, и появилось озеро. Внутренние склоны кратера состоят не из традиционных черных, а из красных вулканических пород, что добавляет озеру Керит довольно интересный вид. Растительность на склонах скудная. С южной стороны склоны к озеру очень крутые, а вот с северной пологие настолько, что по ним можно спуститься прямо к берегу водоема. Немецкие ученые измерили глубину и исследовали озеро Керит в 1932 году. Тогда они намерили глубину 8-9 метров, а также обнаружили в воде рачков и планктон. Натуралист Гейр Гия провел дополнительные исследования воды с 1941 по 1954 годы. По его данным оказалось, что самая большая глубина 8 метров 80 сантиметров, а самая маленькая 4 метра 80 сантиметров. Температура воды зимой около 0 градусов Цельсия, а летом от 12 до 16 градусов Цельсия. В нижних слоях воды обнаружились нематоды, личинки хирономид, вахнабоба, небольшая улитка с раковиной, и вахаскелья, вид мельчайших пресноводных моллюсков. В верхних слоях найден зоопланктон видов свифтырь, грейфклюркур и небольшая рыбка-колюшка Гастероус остроконечный.
И озеро, и кратер Кирит представляют интерес для ученых, туристов и даже для музыкантов. Бесплатно попасть к озеру не получится. Придется заплатить за вход по 400 исландских крон за человека. Это примерно 225 рублей. Как я уже упоминала, вулкан Кирит входит в туристическое Золотое кольцо. Поэтому, если вы будете совершать вояж по стране, то, скорее всего, он войдет в обязательную программу множество экскурсионных туров. Обязательно загляните в это достопримечательное место. В кратере озера Кирит оказалась отличная акустика, поэтому здесь несколько раз проводились концерты, причем музыканты выступали прямо из центра озера, располагаясь на импровизированной сцене из нескольких лодок. В августе 1987 года были проведены показы современного искусства и выступления местных музыкантов. Концерты под открытым небом проходили еще в 2004 и 2005 годах. Долгое время люди считали, что озеро Кирит бездонное и в нем есть подземный проход в океан. Друзья, на этом мой рассказ об озере Кирит подходит к концу. С вами была Виктория. Спасибо за просмотр. Всем успеха и пока!